Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Осень 2024 года. Как изменится ваша жизнь? И если мы говорим, как изменится ваша жизнь, два основных направления. Это нам всем придется не только вашему знаку зодиака, но с учетом великой ретроградности много планет в ретро-движении нам возвращают что-то. И вот этот самый выбор или состояние выбора, в котором вы можете оказаться, это не есть какая-то новая история, которую мы начинаем с нуля, а это нам возвращают что-то из прошлого, с чем мы должны определиться. Поэтому вот эти два направления – выбор и организация жизни как-то по-новому. Это то, чем нам придется заниматься. Планета Плутон, которая буквально с первых дней сентября уходит в ретро-движение, и это есть последний реверанс в знак зодиака Козерог. Поэтому до середины октября к нам могут вернуться какие-то вопросы, и мы можем некоторую турбулентность чувствовать, а также может это продолжиться до периода и первых чисел ноября, первой декады, но в любом случае в начале ноября мы будем чувствовать больше логики, или для нас будет что-то более прояснено, и поэтому действия будут более обдуманы, рациональны. Далее он уже в прямом движении движется, планета Плутон, и значит, что-то вы сможете осуществить. Надо сказать, что еще и ретро-Сатурн у нас в рыбах до 15 ноября, и где-то это воздействие мы можем ощущать до конца года. У меня есть видео и есть статья «Гороскоп. События до конца 2024 года». Я оставлю ссылки в описании под видео. Перейдите, прочитайте на мой сайт, посмотрите видео. А также есть еще как Лилит или Черная Луна в весах. Этот транзит еще будет долго с нами, нас сопровождать точнее. Есть еще и Хирон в Овне. Это символ израненного целителя, мои дорогие. Хирон – великий кентавр. И это история, которая будет продолжаться вплоть до первых месяцев 2027 года. Поэтому какую-то историю, которая нас ранила, мы будем завершать, может быть, не так быстро, но кульминация будет именно осенью, а также ретро-Нептун. И это какие-то тоже, и по части, может быть, как и нерешимости, так прежней какой-то, мы не могли на что-то, ну, или определиться с чем-то, или именно набраться какой-то решительности большей, то здесь нам будет помогать ретро-Сатурн и ретро-Нептун в сочетании как раз закончить какую-то прокрастинацию. Ну и ретро-Уран, мои дорогие, вот столько важных планет. И все это буквально начинается осенью, с первых дней. Что-то продолжается, да, но что-то и начинается. Так вот, ретро-Уран, он в Тельце, а Телец – это у нас символика нашего благополучия. Так вот, он продолжится вплоть до 30 января 2025 года. Поэтому неизбежно то, что мы с чем будем определяться осенью, это будет продолжено и где-то на последующий год. Давайте с вами узнаем, что думают карты. И если мы сказали два направления – выбор и организация жизни. Чего это может касаться вашим, для вашего знака зодиака в вашем случае? Какие энергии нам раскроют карты? Или какая сфера жизни может быть как раз больше под воздействием таких энергий? Выбор. Да, тут действительно выбор. Вот двойка пентаклей. Быть легким на подъем нам приглашают. Нас, вас, мои дорогие. Стрельцы, и говорят, что пробуй, пока не надоест или не получится. Тут самое главное не застревать в каком-то прежнем шаблоне. Или не застревать в каких-то прежних методах взаимодействия с людьми. Может быть, новые способы заработка. Или для себя открыть новую сферу деятельности. Или если вы прежде уже что-то продумывали, хотели бы работать, может быть, из любой точки мира. Вот у нас два корабля на заднем плане карты, и один из символов Меркурия. В этой колоде карт много символики, поэтому для кого-то напрямую может говорить карта: ты пробуй что-то новое, не застревай где-то в прежних энергиях. Хорошо, выбор. Может быть, тогда выбор будет больше. И организация. Семерка мечей – это карта вора, называют, хотя нигде не прописано.
Но эта карта считается, что с нами могут хитрить. И, кстати, если мы говорим про эту колоду, второй иллюминатов, обратите внимание, человек, очень радостный, кстати, забирает 5 мечей, 2 оставляет, как будто всем видом показывает. Чужое мне не нужно, но и своего я не отдам. Вот в этой колоде карт забрать свое называется вот так эта карта. Поэтому тут как будто человеку его, то, что ему принадлежало, не отдали. Но он каким-то другим, окольным путем, темно, пока никто не видит, он именно забирает свое. То есть, о чем говорит карта? Хитрить придется. Не действовать как прежде, отойти вот где-то от этого шаблона или принять во внимание, что обстоятельства вашей жизни требуют от вас гибкости, мои дорогие. Стрельцы, вот, видимо, какая-то неоднозначная ситуация может быть. И вы будете стоять перед выбором, а выбор как раз не там или не в тех способах, как вы бы действовали прежде, а что-то совершенно другое. Или будет ситуация, когда будет возможность заключаться в каком-то, знаете, как узкий коридор возможностей или узкий фарватер, по которому вы не можете какое-то устроить себе победоносное шествие. Но пройти бочком аккуратно вы сумеете. Выбор и организация. Принимать решение придется. Посмотрите еще раз. Хоть и принцесса жезлов, но карта дуальная. Почему? В этой колоде карт имеют значение цвета. И здесь нам показан плащ, который от ветра делится на 2 части. И подкладка красная – это символика Марса. Я сказала, что есть такой конфликт Плутона и Марса, который может нами ощущаться где-то в октябре, середины и на начало ноября. Поэтому как эмоциональные какие-то споры могут быть, или это может касаться какого-то выбора, который может стоять для вас остро. Но тогда позвольте себе несколько замедлиться, об этом говорит карта. Шла наша принцесса жезлов, и вдруг она останавливается. Она не останавливается для того, чтобы что-то притянуть из прошлого и начать заново. Не для этого остановилась. Зеленое платье, если мы говорим о цветах, символика денег. Поэтому может быть на повестке дня какой-то вопрос или откуда к вам приходят деньги, каким образом вы зарабатываете. И вам придется быстро, с одной стороны, недолго, но это сроки у каждого свои, у кого-то 2 дня, у кого-то может быть, мои дорогие стрельцы, минуты, 10-15 минут, но значит нужно уделить тому, что вы сели и именно думаете в этом направлении рационально, исключаете эмоции или какие-то эмоциональные всплески, а вот именно рационально с чем-то определяетесь. Ведь принцесса останавливается, чтобы проверить, все ли она взяла с собой. Так ли она готова действовать перед тем, как она продолжит путь дальше. Вот какой-то выбор будет, может быть, не раз в течение осени. У кого-то именно по деньгам. Что же еще? Смотрите, еще одна 7. Будет очень много как контактов с людьми, так и взаимодействия. И в этой колоде карт. Кстати, очень многим знаком зодиака выпадает эта карта. Так вот, первое или самое главное, что нам хотят передать. Наш герой находится на вершине арки. Я надеюсь, это видно. А арка стоит еще и на горе. Есть такое значение: вы выше всех, у вас сильная позиция. Но подумай, прежде чем на что-то согласиться. Согласиться на какое-то предложение. Вам может быть что-то представлено или пафосно, красиво, но за этим ничего не стоит. Или какие-то интересы каждый из людей преследует свои меркантильные. 6 жезлов пытаются достать буквально нашего героя. Он на всякий случай занес жезл. И карта нам говорит: да, у тебя хватит сил парировать. Называют это карта соревнования. Но она предлагает нам сначала подумать, а нужно ли в этом участвовать. Поэтому действительно вам придется, видимо, мои дорогие стрельцы, не раз анализировать, стоит ли мне идти в этом направлении, стоит ли мне на что-то соглашаться или нет. Как изменится ваша жизнь, давайте посмотрим. Вот какие-то многоликие события или много людей осенью, много каких-то ситуаций, может быть, к вам возвращаются. Будьте внимательны, потому что здесь вам нужно определиться, а как будто вокруг, посмотрите, 2 семерки. Люди могут вести себя как-то странно, могут вас провоцировать на конфликт.
Буквально иногда вот эта карта может об этом говорить. Или люди могут хитрить, а для вас свой фарватер какой-то нужно держать. И при этом еще какой-то выбор. Может быть, выбор, кому я могу доверять. Вот такой. Как изменится ваша жизнь? Главный вопрос. Все изменится. Но выбор делать придется именно в сторону туза кубков. И по этой карте это карта эмпатия, карта счастья, когда мы наполнены приятными эмоциями, когда у нас что-то получается, когда мы радостны. Или для кого-то из вас решить личную историю, историю любви, как изменится ваша жизнь. И быть счастливым, мои дорогие, как изменится ваша жизнь. Но выйти буквально из какой-то прокрастинации или из подвешенного состояния. Или хитро, по-хитрому забрать свое. Карта повешенного, обратите внимание, нам в этой колоде четко обозначен тупик. И значит, в вашей истории есть либо отношения тупиковые, либо, может быть, касается работы. Вам что-то обещали, а вы проработали энное количество времени, вам обещали большую зарплату, вам обещали взлет по карьерной лестнице, и вы сидите чего-то, ждете, видите, нет ни первого, ни второго, ничего из обещанного не сбывается. Тогда нужно выйти из этого тупика и продумать. Быть очень большим реалистом, мои дорогие стрельцы. И себя человек перевернул именно специально для того, чтобы увидеть что-то с другого ракурса, альтернативного, или какие-то иррациональные возможности. Карта может также говорить, что выйти из каких-то ненужных обязательств. Одним словом, стать независимым. Но независимым это не значит, что мы кому-то что-то доказываем, а когда меньше какой-то обязаловки буквально. И тогда, посмотрите, как будто мы переворачиваем события, и наш человек уже танцует. Вот для вас какой-то волшебный танец жизни должен быть. Но это неизбежно повлечет за собой необходимость что-то пересмотреть и реорганизовать. Сама по себе реорганизация как выход из тупика. Как изменится ваша жизнь. Где-то себя не повергнуть в этот тупик, согласившись на то, что не нужно, а именно выйти из тупика. Вот вторая карта нам и говорит, по 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим в этой колоде карт. И человек наш уходит, причем он уходит, может быть, даже по-английски. И может быть что-то ценное, ведь он не оглядывается, может быть что-то и полное еще, но он идет вперед. И даже если впереди так темновато, только луна, у него хватает сил двигаться вперед. Для кого-то из вас вопросы, связанные с переездом, перемещением, сменой места жительства или места работы. Вот здесь может быть и такое. Или завершение каких-то прежних отношений, которые вас ставили в тупик. Или какой-то грустной истории. И может быть вам придется для того, чтобы этот выход из сложной ситуации осуществить, вам придется хитрить. По-другому никак. Как изменится ваша жизнь, но у вас все получится. Ух ты! А дальше пойдет еще интереснее. Эта карта, безусловно, скорости, ускорения каких-то в решении вопросов. Значит, где-то у вас могут и стоять на паузе, как в отношениях решения вопросов, или по документам, или вы сами где-то могли прежде что-то поставить на эту паузу, или думать, что ну пусть все идет своим чередом. А здесь обстоятельства вас поставят какие-то новые условия, вы захотите как раз из этого тупика выйти. И карта колесницы говорит, провожай все то, что было в прошлом, и встречай все новое, что приходит на твой порог. Правда, тот, кто будет думать о переезде, как минимум вы начнете или готовить документы, или более детально продумывать ваши действия, как какой-то план составлять. У кого-то это может быть и бизнес-план, новая работа, или новые какие-то достижения по вашему бизнесу, или по отношениям. У кого-то переезд через отношения, и я тоже могу такое предположить. Давайте мы еще проясним и на второй колоде карт достанем несколько позиций, чтобы понимать, какие энергии будут превалировать в осенний период. Первая карта. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Какова энергетика, что нам расскажет? Вторая карта. В чем ваша сила или куда эту энергию, в какую сферу жизни, может быть, стоит направить? Сложности, неожиданности. Третья карта. И четвертая карта – это радости, подарки,
ну, что вам помогает. Пятая карта – личная жизнь, мои дорогие. И шестая – в чем вам повезет, в чем будет ваша победа. Итак, дела, работа, бизнес, учеба. Да, у кого-то учеба. Может быть, многие из вас придут к выводу, что мне нужно добавить знаний. Вообще это решимость сама по себе по пажу жезлов. И когда нам действительно знания потребуются. У кого-то потребуется знания, как решить что-то по закону. У кого-то из вас это могут быть новые знакомства, смена социума, мои дорогие. Это могут быть еще и, если мы говорим, как какие-то документы, вы правда можете что-то начать оформлять. Может быть, какая-то история документальная быстро не решается, и вы увидите для себя альтернативный вариант. По пажу жезлов вы с чем-то все равно определитесь. И ваша сильная позиция будет именно в том, что это когда хватает решимости идти вперед. Когда мы пробуем вот где-то, как по первой карте, пробую, пока не получится или не надоест. Через опыт приходят к вам возможности в целом. Вот как-то так, мои дорогие стрельцы. Давайте посмотрим, что же, в чем ваша сила. Ух ты. Надо будет, да. Я не могу сказать, что это будет какой-то очень спокойный период осени, когда мы, ну, так скучаем. Мы можем, конечно, искусственно поставить что-то на паузу и думать, что мы будем так все сохранять. Но все равно у вас выпадает аркан колесница, и когда он выпадает, это перемены неизбежны. Если мы им навстречу не выходим, то мы словно теряем время. Тогда пространство, Вселенная все равно что-то будет менять. И мы можем отдать нашу судьбу на волю случая. Поэтому, если вы с чем-то, ну, как будто не можете определиться, пробуйте один способ, второй, третий. Аккуратно вот так, пока не получится или не надоест. Тогда вы будете видеть, куда вы можете приложить усилия. Если вопрос стоит о выборе, допустим, бизнеса или вопроса вашей деятельности, работы, ищите эту работу, пробуйте себя в новом деле, в какой-то новой совершенно, может быть, области приложите свои усилия, и 1000 дорог сойдутся в одной точке. Это карта трансформации и ускорения. Ускорение, когда вы набираете темп. Вот эти самые дороги, как минимум 8 в одной точке. Карта возможностей. В чем ваша сила? Вот именно когда вы что-то не оставите на потом. Это карта скорости. Когда вы не будете долго вот по поводу какого-то выбора раздумывать или ваших действий. Да, продумать, может быть, нужно, я говорила, по принцессе жезлов, может быть, 15 минут. Но уделили внимание этой проблеме. Мозг наш принимает решение за 15 секунд, а мы можем думать 2 года, если не больше, по поводу какого-то события. Вот именно нерешительность какая-то. То здесь вот более рационально, потому что сегодня как будто есть возможность, а завтра ее может не быть. Поэтому острота момента присутствует при решении любых вопросов. Ваша сила будет где-то в молниеносной вашей реакции. И может быть эта реакция неоднозначно, вам нужно сказать да или нет, а просто какой-то важный звонок у кого-то совершить и сказать «я в теме», но не проигнорировать что-то. Вот в этом будет ваша сила. Неожиданности. Вот я бы сказала, мелкая карта, и здесь 2 направления. Не должно быть какого-то недопонимания, видимо, с людьми, которые для вас важны, с кем будет продолжено общение, это первое. И в неожиданностях не должно быть какой-то финансового минуса или финансовых сложностей. С одной стороны, не ожидать, что кто-то нам придет на помощь. Вот по этой карте неожиданность. Надейтесь сами на себя. Используйте все методы, и у вас все получится. По этой карте неожиданно кто-то может столкнуться с тем, что вы могли в прежний период кому-то, кстати, помогать и себя обесточить, ввести в какой-то финансовый ноль буквально или какую-то финансовую брешь именно из-за неправильного, ну, распределения средств. Вот эта карта повешенной как раз и может где-то карта меркантильности, 7 мечей вверху выпадает, когда вы будете выходить из каких-то обязательств, которые для вас очень обременительны по финансам, или будете решать вопросы по работе, когда обещали больше оклад, а почему-то я получаю меньше. То есть на повестке будет стоять вопрос финансов. В чем же ваша
подарки судьбы, или назовем, что вам помогает. Взаимоотношения. По двойке чаш — это карта любви, безусловно, карта любящего человека, карта верности, когда вот так вот двое за руки и как какие-то невидимые энергии соединяют и понимают люди друг друга мыслями, без слов. Это очень доверительные, добрые отношения. Но если мы говорим, надежность, наверное, проходит как красной нитью через весь расклад. Надежные люди в вашем социуме. Может быть, вы от кого-то откажетесь, и тогда это будет правильно. А откажетесь от того, что не может быть продолжено, или то, что вас уже измучило, или от тех, может быть, людей, которые вас подводили много раз, мои дорогие стрельцы. Вы собой рискуете, продолжая такое общение. Нам ведь об этом говорят карты. Или вы рискуете, теряя свои ресурсы, или вы рискуете тем, что вы себя ввергаете вот в этот тупик. А для кого-то этот тупик может быть, когда вы подписали документы, и по документам теперь отвечаете вы за что-то, а не другой человек. Поэтому будь внимателен, помни, кому помогаешь. Вот, кстати, Хирон, могучий кентавр, это где-то символично с вами. И это будет активно вплоть по март месяц 2027 года. Вот эта тема себя не обесточить. А вот то, что надежно, то, что кто вас понимает, кто вас любит, кто вас воспринимает без слов, вот это все помогает. Это кому вы, знаете, как есть у нас кому положить на плечо нашу голову или доверить наши переживания, когда с нами могут разделить наши не только печали, а искренне еще за нас порадоваться. Вот эти люди или эти отношения буквально помогают. У кого-то история любви. Все-таки туз кубков. Хорошо, давайте посмотрим, что же на личную жизнь. Ну, для кого-то по королю мечей не совсем тут нам буквально про любовь, но любовь у нас рядом выпала. Карта двойка чаш. По королю мечей вы можете решать, допустим, много вопросов, которые касаются именно оформлений, каких-то документов, бумаг важных. И это то, что мы делаем рационально. Может быть, это какая-то прежняя история, которую вы должны завершить. Или иногда по этой карте проходят и высокие инстанции. Для кого-то это может быть как оформление каких-то отношений. Вы будете раздумывать рационально, стоит это делать или нет. По крайней мере, первые шаги, что сделать по закону, вы можете узнать. Вот такие первые шаги совершить. Но я не вижу, что вы торопитесь в действиях. Если мы говорим даже о новой какой-то истории, я не вижу, что стрелец будет с места в карьер куда-то торопиться. Нет, тут самое главное себе, ну, где-то не навредить. А вот то, что прежде, может быть, для вас было искренне надежно и уже проверено, вот этим отношениям вы можете отдать предпочтение. И я могу предположить, что для кого-то вы выходите из одних отношений и будете создавать, ну, как семью или отношения, пару с другим каким-то человеком, которого вы уже знали до этого периода времени. Но есть еще те вопросы, которые вы должны завершить. Может быть, де юре. По этой карте личная жизнь не всегда про любовь. Это могут быть, опять же, какие-то документы, которые вашей личности касаются. Или карта может еще, она говорит не только как о юристах, адвокатах или людях, кстати, в погонах. Может быть, у кого-то иногда эта карта, вот сочетание этих карт будет говорить, что вам нужно будет срочно, с учетом карты колесницы старшего аркана, уйти по-английски из какой-то сложной или опасной ситуации. Может быть, тупиковой. Может быть, для кого-то убежать. И тогда от вас вот эта рациональность потребуется, и у вас это получится, мои дорогие стрельцы. Но не замечтаться, это будет важно. И продолжу. У кого вопросы здоровья, вы чувствуете недомогание, значит, самое время не додумывать самому, пройдет. Или не пользоваться там какими-то непонятными средствами, а обратиться к врачу. Пройти обследование. Или, может быть, по стоматологии осенью какие-то вопросы завершить. Или уделить внимание вашему, может быть, и имиджу через здоровье. Укрепить ваше здоровье. Вот такие тонкие вопросы. Много позиций объединяет король мечей, но самое главное, чтобы тут не предпринимали рационализм и логика. В чем же вам повезет, мои дорогие? Ну, наверное, вот этот выбор вы делаете, и здесь как все с нуля. И, знаете, не замечтаться, наша девушка как будто наклонилась назад, держит кубок своего рода, как Грааль,
И держит она его над омутом. Поэтому и где-то она собой рискует. Вот именно риск по этой карте. И мы не должны замечтаться. Мы уже с вами не раз об этом говорили. Но в чем вам повезет? Нулевой аркан – это всегда новое начинание. Поэтому для кого-то из вас, если мы с учетом великой ретроградности, могут вернуться какие-то прежние отношения, и если таковые, ну как дружба прежняя, она может перейти на новый уровень, к примеру, да, или у вас может состояться знакомство в этот период времени с совершенно новым человеком, и вы тогда будете рационально оценивать, стоит ли мне доверять, правда, такое тоже может быть. Или у кого-то по работе это новая сфера деятельности, и нам ведь здесь сказали, что вы можете что-то пойти изучать. Ваша сила, мои дорогие, вам везет в том, что когда вы не оглядываетесь назад, вот не случайно вам выпал аркан колесница, закройте в прошлое дверь. Закройте дверь в какие-то переживания. Закройте дверь в какую-то, может быть, финансовую нестабильность. Значит, нужно выйти из какого-то тупика, надеяться на самого себя. Может быть, где-то и хитро обойти что-то. Но завершить то, что вас как-то дезорганизует, или то, что вам мешает жить. И начать сразу что-то новое. Ну вот как будто так видят карты. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.